Ребят, всех приветствую у себя на канале. И сегодня я хочу показать процесс создания нового интересного платья, силуэта с очень красивым вырезом в виде сердца. Его еще называют Sweetheart Neckline. Очень красивый женственный вырез. А также с рукавами-колокольчиками, либо их еще называют рукава-бабочки или flutter sleeves. Шить это платье я буду из очень красивой шелковой ткани с фактурным рисунком в виде веточек цветущей сливы синего цвета. Эта ткань очень легкая, струящаяся, но при этом совершенно не просвечивается. В общем, я приглашаю всех вас к просмотру. Эту ткань я заказывала с Алиэкспресс у проверенного продавца. Заказала 3 метра, а ширина у нее узкая, около 114 сантиметров. Ткань – легкий шелковый жаккард. Скорее всего, в составе помимо шелка есть нити другого состава. Есть также и синтетические золотистые нити. Ткань не липнет к телу, красиво струится, так что по ощущениям это приятный натуральный состав. Конечно, и цена у нее не дешевая, но все равно заказать было дешевле, чем покупать в местных магазинах. Да и у нас в Риге очень маленький выбор шелковых тканей. Выкройку лифа, перед и спинку я конструировала сама по своим меркам, используя метод построения с помощью малярного скотча. Лиф будет с завышенной линией талии, а спинка будет закрыта, а спереди будет вырез в виде сердца. Раскладываю выкройки на ткани, вырезаю 2 детали переда, так как его необходимо укрепить, и детали спинки с припусками на швы 1,5 см. Сметываю и стачиваю выточки на деталях спинки и переда. После этого необходимо сметать вперед и спинку по плечевым боковым швам и сделать примерку, и при необходимости произвести коррекции. Из плотного куска хлопкового клеевого дублерина вырезаю деталь переда без припусков на швы и высекаю выточки. Можно взять также плотный флизелин. Приклеиваю дублерин клеевой стороной к передней детали лифа с изнанки. Деталь подкладки я не дублирую. После этого собираю переднюю часть лифа, лицевую и изнаночную детали стачиваю на машине по линии горловины. Выворачиваю на лицо, делаю надсечки припусков, где это необходимо, отглаживаю и пришиваю припуски к изнанке, чтобы они не выворачивались на лицо. Горловину деталей спинки необходимо обработать уже на данном этапе, пока топ еще полностью не собран. Так как я не делаю обтачку для горловины спинки, я решила обработать ее бейкой. С лица приметываю бейку. Это полоска ткани, сложенная пополам. Даю строчку на 0,3-0,5 мм от края. Заворачиваю бейку на изнанку спинки, чтобы припуск спрятался под бейку. Также его можно подрезать. Снова приметываю бейку и даю строчку вдоль свободного края бейки. На лицевой части горловины спинки будет видна отделочная строчка на расстоянии 5-7 мм от края. Далее собираю детали переда и спинки, соединяю их по плечевым швам, так чтобы припуски спрятались между подкладом и лицевой частью переда, а также соединяю французским швом боковые швы. Откладываю на время топ и перехожу к построению юбки. Так как у платья немного завышенная талия, с учетом этого конструирую юбку. Это будет юбка полусолнца. Передняя часть юбки состоит из 3 клиньев, а швы соединения этих клиньев должны совпадать со швами выточек лифа. Если сделать просто юбку полусолнца в виде окружности и не продлить выкройку вверх от талии, то юбка начнет расклешаться сразу из-под груди. Мне же хотелось прилегания в области талии и расклешения от талии. Вырезаю детали юбки из ткани.
Припуски на швы также 1,5 см. Для удобства при обработке французским швом. Сшиваю передние детали юбки и проверяю соответствие линий выточек с линиями на юбке. Заднюю часть юбки решила не делать из клиньев, она состоит из 2 симметричных половинок. Сшиваю детали юбки между собой и после этого приметываю и пришиваю юбку к топу. Припуски по талиевому шву остались пока не обработаны. Французский шов в этом случае не подходит для обработки, потому что в области талии попереду много слоев ткани. Талиевые припуски огибаю готовой косой бейкой. Получилось недурно. Если у вас есть оверлок, края срезов можно обработать и на нем. Далее приступаю к обработке срезов по середине спинки. Я проклеиваю припуски тонким флизелином, чтобы ткань не морщилась под молнией. Чтобы аккуратно вшить молнию в платье, прежде чем это сделать, я сметала 2 детали спинки по заднему шву по спинке, то есть вручную сделала такую наметку, там где будет проходить линия. И после этого с изнанки я прикладываю молнию, так чтобы центр этой молнии ровно совпадал с местом соединения 2 деталей спинки, то есть ровно в этот вот шов, в эту серединку, чтобы попадал центр молнии. И приметываю края молнии к припускам именно, только к припускам. После того, как я приколю молнию до самого конца, я тоже сделаю наметку, для того, чтобы было более удобно и просто пристрочить молнию на машинке. И после этого уже можно будет распустить вот эту наметку, которая у меня в центре шла. То есть эта наметка временная, просто для того, чтобы ровно молнию пришить, чтобы не было каких-то сдвигов некрасивых, чтобы все было ровно хорошо. И вот я приметала вручную края молнии к краям припусков. Сверху отступила немного места, чтобы прямо над молнией пришить позже крючочек. Поставила на швейную машинку лапку для молний и аккуратно пришиваю молнию к платью. Делаю также подгиб припусков вдоль молнии, чтобы изнанка смотрелась аккуратно. Обязательно делаю примерку промежуточного варианта платья, чтобы посмотреть посадку. Еще у меня есть 2 такие чашечки. Их я вырезала из старого ненужного бюстгальтера. Это тонкий бельевой поролон черного цвета. Я их подрезала по форме, чтобы они лучше подходили, и вставлю их вовнутрь платья. Так как само платье я планирую носить без бюстгальтера, так как у него достаточно глубокий вырез. И чтобы оформить зону груди красиво, я вставлю вовнутрь эти чашечки, так как моя собственная грудь достаточно маленького размера. Чашечки я вставила через отверстие в пройме между лицом и подкладкой лифа. Зафиксировала чашки вручную, пришив их к краям выточек с изнанки, чтобы они не смещались. Долго не могла придумать, какие же сделать рукава для этого платья, и в конце концов остановилась на варианте расклешенных рукавов-колокольчиков. Эти рукава я выкроила в форме целого круга, а окат рукава вырезала по форме овала. Длина овала равна длине окружности проймы. Этот метод мне не очень понравился, потому что длина рукава получилась неравномерная, и пришлось подрезать длину, чтобы выровнять линию низа рукава. Такой рукав лучше кроить на базовой основе рукава, сделав раздвижение выкройки по низу. Приметываю рукава к пройме, чтобы проверить, все ли хорошо.
Также нижний край рукава я обработала московским швом. Сделала очень маленький подгиб, чтобы рукав был летящим и легким. Тем же самым способом я сделала и подгиб подола юбки. Для обработки внутренних срезов по окату рукава я вырезала косую бейку из той же ткани, что и само платье, и обработала этой бейкой внутренний срез. И на этом пошив моего платья завершен. Раскрываю для вас окончательный результат моей работы и также покажу, как оно выглядит на мне. Спасибо за интерес к моему видео. Надеюсь, еще вскоре мы увидимся. Всем пока!